Большинство женщин думают, что менопауза начинается тогда, когда пропадают месячные. На самом деле, к этому моменту процесс часто уже идет несколько лет. Именно поэтому женщина еще менструирует, а уже хуже спит, хуже переносит стресс, начинает расти живот, появляется тревога, бросает в жар, исчезает прежняя устойчивость. И если не понимать, что происходит, возникает ощущение, что организм просто сошел с ума. Нет, он не сошел с ума. У этого процесса есть вполне четкая физиология. И сегодня я хочу показать вам эту физиологию по шагам. Что начинает нарушаться первым, почему после этого меняется сон, мозг, сосуды, кости, мышцы и мочеполовая система. И главное, что из этого следует на практике. Начнем с главного. Менопауза – это не один день и не одна проблема. Это большой переходный период, в котором меняется работа всего организма. И если вы думаете, что речь идет только о яичниках, вы сильно упрощаете картину. Потому что в этот период меняется работа мозга, терморегуляция, сон, настроение, распределение жира, состояние сосудов, костей, мышц, кожи, волос и мочеполовой системы. Поэтому женщина часто замечает не один симптом, а целый набор. Я стала хуже спать, меня стало бросать в жар, я стала хуже выдерживать нагрузку, у меня начал расти живот, хотя я не стала есть в 2 раза больше. Я стала менее собранной, появилась сухость, дискомфорт, боль, странные ощущения со стороны мочевого пузыря. Все это не набор случайностей, это части одного процесса. Теперь важное уточнение. С медицинской точки зрения менопауза ставится задним числом, то есть тогда, когда прошло 12 месяцев подряд без менструации и нет другой причины, которая могла бы это объяснить. А это значит, что в день последней менструации женщина еще не знает, что она последняя. А все, что происходит до этого и в первый год после, это переходный период. И именно он у многих женщин самый тяжелый. Первая практическая мысль отсюда очень проста. Если цикл стал странным, это не значит, что все уже закончилось. И если месячных не было 2 или даже 3 месяца, это еще не означает, что процесс завершен. Теперь главный вопрос. Что же все это значит? Многие думают так. Сначала падает эстроген, а отсюда идут все проблемы. Это слишком грубо. На самом деле все начинается раньше и глубже. Начинается все со старения яичников, а еще точнее с постепенного истощения фолликулярного аппарата. У женщины нет бесконечного запаса фолликулов. Этот запас ограничен изначально. С возрастом он уменьшается, но проблема не только в количестве. Проблема еще и в качестве оставшихся фолликулов и в их способности оптимально созревать, давать овуляцию и обеспечивать стабильную гормональную работу. Пока этот аппарат еще справляется, система выглядит устойчивой, но когда резерв начинает уменьшаться, яичники уже не дают прежней предсказуемости. И вот здесь организм начинает это чувствовать. Раньше с него снижаются маркеры авариального резерва, в том числе антимюллеров гормон и ингибин В. Гипофиз получает все меньше тормозящих сигналов и начинает сильнее подгонять яичники. Поэтому фолликулостимулирующий гормон начинает расти еще за годы до последней менструации. Переведу это на нормальный язык. Если раньше яичники работали как завод с нормальной производительностью, то теперь этот завод начинает терять мощность, а центр управления пытается компенсировать это усилением сигнала. То есть организм еще старается сохранить прежнюю систему, но делает это уже на фоне снижающегося ресурса. И вот отсюда начинается одна из главных особенностей перименопаузы. Проблема сначала не в полном дефиците гормонов. Проблема сначала в нестабильности. Эстрадиол на ранних этапах не обязательно просто падает и остается низким. Он начинает колебаться. Иногда он еще вполне приличный, иногда может быть неожиданно высоким, иногда резко проседает. То есть женщина входит не в спокойный гормональный дефицит, а в фазу гормональных качелей. И именно поэтому ранняя менопауза так часто переносится тяжело и непонятно. Сегодня все еще более-менее, через неделю бессонница,
потом раздражительность, потом цикл стал короче, потом длиннее, потом появилась чувствительность к жаре, потом месячные стали обильнее, потом вдруг затихли. И у женщины возникает ощущение, что с ней происходит что-то хаотичное. На самом деле хаоса нет. Просто система потеряла прежнюю устойчивость. И вот здесь многие женщины совершают типичную ошибку. Они идут сдавать один анализ на эстрадиол в случайный день, получают относительно нормальную цифру и делают вывод: у меня точно не перименопауза. Это неверная логика, потому что на этом этапе проблема часто не в одной цифре, а в потере устойчивости всей системе. Практически вывод отсюда простой. Если женщине больше 45, если цикл стал меняться, если появились типичные симптомы, если ощущение стабильности ушло, то один более-менее нормальный анализ сам по себе ничего не отменяет. В такой ситуации важнее жалобы, ритм цикла и общая физиологическая картина. Дальше начинается то, что женщина уже замечает гораздо отчетливее. Цикл теряет прежнюю предсказуемость. Сначала разница между циклами становится больше, потом появляются задержки, потом месячные могут пропадать на 2 месяца, иногда дольше, а потом снова возвращаются. И здесь важно понять, что это не просто капризы цикла, это следствие того, что овуляция становится все менее надежной. Раньше система работала четко, созревал фолликул, произошла овуляция, сформировалось желтое тело, выработался прогестерон. Вторая половина цикла пошла по нормальной логике. Теперь эта схема все чаще дает сбои. Овуляция происходит не в каждом цикле. Вторая половина цикла становится менее полноценной. Прогестероновая поддержка уже не такая надежная. И отсюда идут очень многие симптомы, которые женщина часто не связывает с переходом к менопаузе. Нестабильное настроение, ощущение, что тело стало реагировать иначе, непредсказуемые кровотечения, более тяжелые предменструальные явления. Они есть в одном цикле, а потом полностью отсутствуют в другом. То есть женщина живет уже не в привычной системе, а в системе с постоянными сбоями ритма. И вот здесь возникает следующий важный вопрос. Если это пока еще вроде бы про цикл, почему дальше начинает нарушаться сон? Почему появляется жар? И при чем здесь мозг? Вот тут и начинается один из самых важных узлов всей темы. При переходе к менопаузе меняется не только работа яичников, меняется работа гипоталамуса и всей нейроэндокринной системы. И лучше всего это видно на приливах. Приливы знают все, но понимают их плохо. Многие воспринимают прилив как внезапную жару, нервный приступ или сосудистую слабость. На самом деле прилив – это проблема терморегуляции. У человека есть определенный температурный диапазон, в котором мозг считает, что все нормально. Не нужно резко охлаждать тело, не нужно запускать потоотделение, не нужно расширять сосуды кожи. У части женщин в перименопаузе и ранней постменопаузе этот безопасный диапазон становится слишком узким, и тогда даже небольшое повышение внутренней температуры тела, которое раньше прошло бы незаметно, воспринимается мозгом как сигнал «жарко», надо срочно охлаждаться. И в ответ включается программа теплоотдачи. Расширяются сосуды кожи, появляется чувство жара, краснеет лицо, начинается потливость, может учащаться сердцебиение, иногда накатывает тревога, и все это женщина чувствует как прилив. То есть приступ – это не нервы, это просто нормальная настройка терморегуляции на фоне гормональной перестройки. Теперь смотрите, что происходит дальше. Если ночью мозг несколько раз запускает программу резкой теплоотдачи, сон становится прерывистым. Отсюда ночная потливость, пробуждение, ощущение, что тебя буквально выбрасывает из сна. Утром разбитость, днем усталость, больше тревоги, меньше терпимости к стрессу. И дальше женщина часто говорит: «Я как будто перестала быть собой». И это не преувеличение, потому что плохой сон сам по себе уже способен резко ухудшать настроение, внимание, пищевое поведение, реакцию на стресс и переносимость нагрузки.
Практический вывод здесь очень важный. Если у женщины в этот период нарушается сон, это нельзя считать второстепенной жалобой. Это не что-то мелкое, это одна из центральных целей помощи. Потому что если не защитить сон, все остальное пойдет хуже. Что из этого следует на практике? Не игнорируйте связь между приливами и сном. Уменьшить то, что усиливает вечерний перегрев и ночное пробуждение, духоту, слишком теплую спальню, избыток алкоголя, слишком плотную позднюю еду, лишний вес, особенно абдоминальный. И если ночные симптомы выражены, не терпеть их месяцами, а обсуждать лечение, потому что у части женщин именно уменьшение приливов резко улучшает и сон, и дневное состояние. Но на этом проблема не заканчивается. Дальше идет мозг и психика. Очень многие женщины в этот период говорят примерно одно и то же. Я стала раздражительнее, я хуже переношу нагрузку, меня стало легче выбить из равновесия. У меня появилась тревога, которой раньше никогда не было. Иногда плаксивость, иногда ощущение внутренней неустойчивости. И очень часто женщина начинает думать, наверное, у меня чисто психологическая проблема. Нет, правильнее сказать иначе. Переход к менопаузе создает окно повышенной уязвимости для нарушений настроения. Ну не у всех, конечно, у части женщин. Особенно если и раньше были депрессивные эпизоды, особенно если нарушен сон, особенно если выражены приливы, особенно если сверху легли хронический стресс, семейная нагрузка, работа и дефицит восстановления. То есть проблема здесь не в одном единственном гормоне, а проблема в том, что сразу несколько систем становятся менее устойчивыми. И отсюда еще один типичный страх. Многие женщины говорят: я стала хуже соображать, хуже концентрироваться, забываю слова, забываю, зачем пришла, не могу удержать в голове несколько задач. И первая мысль – это уже начинается деменция. Чаще всего это не так. Субъективные когнитивные жалобы в этот период очень часты. Но во многих случаях это сочетание плохого сна, приливов, тревоги, усталости и нестабильности внимания. То есть мозг работает в неблагоприятном режиме. Это не то же самое, что необратимое нейродегенеративное заболевание. Чаще это все обратимо. Мало того, при правильном подходе можно добиться даже улучшения когнитивной функции. Есть опыт, правильные инструменты антиэйджинга, понятные цели. Практический вывод здесь очень важный. Если женщина в этом возрасте жалуется на память и внимание, не нужно сразу драматизировать или отмахиваться. Нужно сначала смотреть на сон, приливы, тревогу, утомление, перегрузку и качество восстановления. Очень часто именно здесь лежит ключ. И вот теперь становится понятно, почему следующим ударом часто оказывается не только настроение, но и тело. Если проблема в яичниках и мозге, почему у женщины вдруг начинает меняться фигура, почему растет живот, почему тело становится другим, даже если не показывает катастрофу. Вот здесь и начинается большой метаболический блок. И очень важно его объяснить правильно. В переходе к менопаузе меняется не только вес, меняется состав тела. Жировая масса растет быстрее, мышечная масса уменьшается. И самое неприятное, жир перераспределяется в сторону живота и внутренних органов, то есть в сторону висцерального жира. И это уже совсем другая биология, потому что висцеральный жир – это не просто запас калорий, это метаболически активная ткань. Она связана с инсулинорезистентностью, воспалительными сигналами, более неблагоприятными липидными профилями и сосудистыми рисками. Именно поэтому у женщины может быть очень точное ощущение: я вроде бы и не стала тяжелее, но точно стала другой. И это ощущение часто абсолютно верное. Практический смысл здесь жесткий. В этот период нельзя смотреть только на цифру на весах. Можно почти не измениться по весу, но проиграть по составу тела, то есть прибавить жировую ткань, потерять мышечную и особенно накопить висцеральный жир.
Поэтому в менопаузальном переходе намного важнее смотреть не только на килограммы, а на талию, мышечную силу, выносливость, динамику липидов, глюкозы, артериального давления и общее качество тела. Если этого не понимать, женщина может радоваться, вес почти тот же, а биологически ситуация уже пошла не туда. Отсюда же вытекает следующий блок – сахарный диабет второго типа и метаболический синдром. Если растет висцеральный жир, если хуже сон, если снижается мышечная масса, если падает активность, то чувствительность к инсулину идет вниз. Организму уже тяжелее утилизировать глюкозу так, как раньше. И поэтому этот период – это момент, когда у части женщин становятся заметнее проблемы с углеводным обменом. Быстрее растет талия и появляется ощущение, что тело стало прибавлять устойчивые килограммы при малейших излишках питания, чего не происходило ранее. Практическое следствие здесь очень простое. Если женщина хочет пройти этот период лучше, ее приоритет не голодовка и не попытка просто меньше есть любой ценой. Ее приоритет – держать под контролем состав тела, то есть силовые нагрузки, аэробная нагрузка, достаточное количество белка и контроль висцерального жира. И это уже не про вопрос внешнего вида, это вопрос сосудов, инсулина и будущего здоровья. Теперь сосуды. Очень многие все еще живут с убеждением, что серьезные сосудистые риски – это в основном мужская тема. Это ошибка. Переход к менопаузе – это точка, когда сердечно-сосудистый профиль женщины начинает меняться. Пропадает эстрогеновая защита эластичности стенки сосудов. Чаще растет уровень атерогенных липопротеинов, плохих жиров. Меняется сосудистая функция, растет висцеральный жир. И все это вместе создает уже совсем другой, неблагоприятный фон. Хороший фон для атеросклероза и сердечно-сосудистых событий. Практический вывод отсюда такой. Во-первых, перестать относиться к менопаузе как к проблеме только качества жизни. Это еще и проблема будущего сосудов. Во-вторых, именно в этот период особенно важно не пропускать артериальное давление, липиды, глюкозу, окружность талии, питание, физическую активность и курение. В-третьих, если женщина думает о терапии, она должна обсуждать ее не в вакууме, а с учетом своего общего сердечно-сосудистого профиля. Теперь кость – это одна из самых коварных тем, потому что кость часто уходит молча. Эстрогены помогают удерживать баланс между построением и разрушением костной ткани. Когда эстрогенового влияния становится мало, перевес начинает идти в сторону резорбции. Кость теряется быстрее, и особенно это ускоряется в поздней перименопаузе и ранней постменопаузе. Почему это важно? Потому что женщина может в этот период быть полностью поглощена приливами, сном, набором веса, а кость в это время уже может уходить. И никаких ярких ощущений при этом может и не быть. То есть остеопорозцу не обязан болеть заранее. Практический вывод отсюда очень конкретный. Менопауза – это не время, когда надо только ходить спокойным шагом и надеяться, что этого достаточно. Это время, когда особенно важны силовые нагрузки, работа с мышцами, достаточное поступление белка. И если есть дополнительные факторы риска, нужно своевременно обсуждать профилактику или лечение остеопороза, также проходить необходимые обследования. Теперь мышцы. Они говорят слишком мало, а зря, потому что в этом периоде женщина теряет не только костную ткань, но еще и мышечную. Иногда медленно, иногда довольно заметно. Становится меньше силы, хуже восстановление, тело как будто мягче, труднее переносить привычную нагрузку. И проблема здесь снова не только внешняя. Мышцы – это большой метаболический орган. Это чувствительность к инсулину, это устойчивость, это профилактика падений, это походка, это осанка, это базовый расход энергии, это возможность вообще жить активно, это митохондрии. С возрастом снижается и количество, и эффективность митохондрий, а значит падает уровень энергии и способность клеток восстанавливаться.
Но именно мышечная работа, особенно силовая и интервальная, запускает митохондриальный биогенез. Фактически обновление энергетических станций клетки, что является одной из ключевых стратегий в антиэйджинг подходе. И вот здесь рождается очень важная связка. Висцеральный жир растет не только потому, что меняются гормоны. Он еще растет легче, когда женщина теряет мышечную массу и перестает делать ту регулярную силовую нагрузку, о которой я говорила ранее. Потому что сила – это не мужская тема. В менопаузе сила – это один из способов защитить обмен веществ, кость и качество жизни. Практически это выглядит так. Силовая тренировка 2-3 раза в неделю по 30-50 минут. Одна интервальная тренировка раз в неделю. Короткая, но с чередованием высокой и умеренной нагрузки, чтобы стимулировать митохондрии и метаболическую гибкость. И не менее 90 минут аэробной активности в неделю во второй пульсовой зоне. Это может быть бег, велосипед или плавание. Например, 3 раза по 30 минут или 2 раза по 45 минут. Как вам больше нравится? Силовые и аэробные нагрузки лучше не смешивать в одной тренировке. С точки зрения физиологии это разные сигнальные пути. Силовая работа активирует mTOR, рост и восстановление мышц, а аэробная – AMPK, отвечающий за выносливость и энергетический обмен. Когда они накладываются одновременно, сигналы частично конкурируют, и эффект от каждой тренировки может быть ниже. Поэтому оптимально разделить их либо по разным дням, либо хотя бы по разному времени суток, например, интервал 6-8 часов. Так организм получает более четкий и выраженный адаптационный ответ и лучше формирует и силу, и выносливость. Теперь переходим к теме, о которой многие женщины просто молчат, хотя страдают очень сильно. Это генитоуринарный синдром менопаузы, и я специально называю это полностью, потому что речь пойдет не только о влагалище. Это целый комплекс изменений вульвы, влагалища, уретры и мочевого пузыря на фоне дефицита половых гормонов. Когда эстрогеновое влияние снижается, слизистые истончаются, меняется кислотность, микробиота, ткани становятся более сухими и более уязвимыми. Отсюда сухость, жжение, снижение естественной смазки, боль при половом акте, дискомфорт при мочеиспускании, учащенные позывы и склонность к рецидивирующим инфекциям мочевых путей. И вот здесь важнейшая практическая мысль. Это не проблема, которую нужно терпеть молча. И это не про возраст, ну что вы хотите. Это конкретная тканевая проблема с понятной биологией. И у очень многих женщин она поддается лечению. Есть местная помощь, есть системные подходы, есть терапия, которая у части женщин реально уменьшает сухость, боль и дискомфорт. Но для этого сначала нужно перестать считать это чем-то постыдным и неизбежным. Еще один блок, который женщина хорошо замечает в зеркале, но редко связывает с общей физиологией – это кожа и волосы. Снижается содержание коллагена, падает эластичность кожи, усиливается сухость, волосы становятся тоньше и суше. И это тоже не отдельная косметическая беда. Это продолжение все той же самой системной перестройки тканей. Боли в мышцах и суставах – один из системных симптомов менопаузы. Дефицит эстрогенов усиливает провоспалительную активность, влияет на метаболизм коллагена, повышает чувствительность к боли. Поэтому появляется скованность, ломота, диффузный дискомфорт, даже без явной ортопедической причины. Теперь очень важный поворот. Что дает менопаузальный переход более тяжелым? Курение, избыточный висцеральный жир, плохой сон, хронический стресс, физическая детренированность и еще одна очень важная ситуация – хирургическая менопауза. Когда яичники выключаются не постепенно, а резко, организм лишается времени на плавную адаптацию. И поэтому приливы, нарушения сна и общее ощущение, что тело резко изменилось, выражены сильнее. Практический вывод здесь такой: если менопауза ранняя или хирургическая, это не та ситуация, к которой надо относиться легкомысленно. Такая женщина заслуживает особенно внимательной оценки и особенно осмысленного ведения. Здесь обязательно нужна терапия, чтобы не потерять десятилетия, а то и больше полноценной жизни. И теперь переходим к последнему, самому практическому блоку, что действительно помогает пройти этот период лучше. Первое. Нужно перестать смотреть только на один симптом
Если у женщины приливы, это не только про приливы. Это может быть уже и про сон, и про тревожность, и про дневную разбитость. Если растет талия, это не только про внешний вид. Это уже про висцеральный жир, инсулин, сосуды. Если появилась сухость и боль, это не только про интимный дискомфорт. Это уже про тканевую атрофию и качество жизни. То есть правильный подход видеть не отдельные жалобы, а систему. Второе. Нужно перестать оценивать состояние только по весам. В менопаузальном переходе важнее состав тела, чем просто килограммы. Талия, сила, выносливость, качество сна, липиды, глюкоза, давление – это намного информативнее. Третье. Силовая нагрузка. Это один из самых недооцененных инструментов в этой теме. Она помогает сохранить мышцы, частично защищает кости, улучшает чувствительность к инсулину, помогает удерживать состав тела и не дает женщине так быстро проваливаться в состояние «тело уже не мое». Четвертое. Аэробная активность, потому что это сосуды, обмен веществ, настроение, сон и контроль висцерального жира. Идеально не вместо силовой работы, а вместе с ней. Пятое. Белок и питание без крайностей. Не голодовка, не истеричное урезание калорий любой ценой, а умный контроль рациона с достаточным количеством белка, чтобы не проиграть по мышцам. Шестое. Сон как отдельная задача. Не ждать, что он сам наладится. Если он развалился, это надо рассматривать как одну из центральных проблем периода. Седьмое. Не терпеть тяжелые симптомы в одиночку. Если у вас выраженные приливы, разрушен сон, серьезно страдает качество жизни, нарастает сухость, боль, мочеполовой дискомфорт, не нужно молчать. Нужно обсуждать помощь, потому что кому-то нужна работа со сном и образом жизни, кому-то лечение вазомоторных симптомов, кому-то помощь по линии генитоуринарного синдрома, кому-то оценка костных рисков, а многим после нормальной оценки показаний и противопоказаний нужна менопаузальная гормональная терапия. И вот здесь очень важно не впасть в крайности. Менопаузальная гормональная терапия – это не таблетка молодости, но и не абсолютное зло, это медицинский инструмент. Не всем подряд, не всегда и не без оценки рисков, но и не та тема, которую нужно обсуждать на уровне страшилок. И теперь главный вывод. Менопауза – это не болезнь, но и относиться к ней как к пустяку нельзя. Это большой физиологический переход. Сначала истощается фолликулярный аппарат яичников, потом система становится гормонально нестабильной, потом нарушается регулярность овуляции, потом вокруг последних менструаций резко перестраивается вся нейроэндокринная логика. И дальше начинают все сильнее проявляться последствия для сна, мозга, сосудов, суставов, тела, костей, мышц и мочеполовой системы. Если женщина понимает эту последовательность, у нее появляется возможность пройти этот период совсем по-другому, не паниковать от каждого симптома, но и не обесценивать происходящее, не ждать, пока тело само как-нибудь справится, а вовремя защитить то, что в этот период становится особенно уязвимым: сон, сосуды, кости, мышцы, обмен веществ, мочеполовую систему и качество жизни в целом. Именно так и нужно смотреть на менопаузу, не как на мелочь, но и не как на катастрофу, а как на серьезный физиологический переход, который требует понимания, внимания, нормальной медицинской грамотности. Если вы хотите не просто что-то попробовать, а выстроить систему, которая действительно работает с учетом вашего возраста, гормонального фона и целей, тогда имеет смысл идти глубже. Я веду годовое сопровождение. Это не про разовые советы, а про стратегию, адаптацию и результат. Но формат не для всех, и это важно. Количество мест ограничено, потому что я работаю лично и глубоко. И мы всегда начинаем с консультации, чтобы понять, подходим мы друг другу и даст ли это вам реальную пользу. Если вы чувствуете, что готовы заняться своїм здоров'ям всерйоз, ви знаєте, що делать. Ми можемо спілкуватися українською мовою. You can прata svenska, we can speak English. Welcome, girls, в клуб здоровых и счастливых. Очень полезный инструмент, о котором мало кто знает, это шкала оценки симптомов менопаузы. Это простой опросник из 11 вопросов, который помогает женщине самой оценить выраженность симптомов приливов, сна, настроения, тревожности, усталости, а также урогенитальные проявления, сухость, дискомфорт, изменения со стороны мочевого пузыря. Вы просто ставите баллы от 0 до 4 по каждому симптому и в итоге получаете суммарный результат.
Если сумма до 8 баллов, это, как правило, легкие проявления. 8 баллов и выше – это уже умеренные симптомы, которые стоит лечить, возможно. Но это все выясняется индивидуально. Эта шкала не диагноз, она навигатор, который помогает вам понять, насколько выражены изменения и насколько вам важно уже двигаться дальше, получать консультацию, терапию и так далее. Это уже достаточная причина обратиться за консультацией. Анкета прилагается в описании к видео. С вами была Наталья Петрик, врач-акушер-гинеколог высшей категории, PhD, врач, сертифицированный в Швеции.